Всем привет! Давайте сейчас с вами разберемся, как я связала вот такой вот укороченный свитер. Вы же можете его связать любой длины, в этом нет ничего сложного. Но мне захотелось вот такой вот короткий. Значит, смотрите, здесь вот такая вот схемка небольшая. Сейчас я вам буду подробно все рассказывать и наглядно показывать. Значит, смотрите, для начала, что я сделала? Я отсчитала 46 петель, чтобы у меня свободно мое горло проходило. Вязала я из пряжи Alize Puffy Fine. На обхват головы у меня, значит, 46. Ой, какие 46? 56 сантиметров обхват моей головы. Так? Но я сделала более широкую горловину. Мне просто так захотелось. Вы же можете сделать ее поуже. Смотрите сами. Для этого вы просто отматываете от начала нити необходимое количество петель, по обхвату головы измеряете и смотрите, чтобы не было слишком туго. Тоже не нужно брать, потому что у меня горловина идет с отворотом. Так, 46 петелек отмерила. Дальше я провязала резинкой 1 на 1 12 рядов. И это у меня получается, сейчас мы давайте померяем в сантиметрах. В сантиметрах у меня это, надеюсь, вам заметно будет сейчас. — 18 сантиметров у меня. Это длина резинки и ширина резинки сантиметров 30, где-то 30-31 сантиметр ширина моей горловины. Так, я провязала все это дело просто ровно, никаких прибавок, ничего. Это моя горловина была. Дальше, после 12 ряда, 13 уже начиная, я начинаю вязать реглан. Каким образом? У меня 46 петель. Я делю их на 3. Это получается 15, 15 и 16 петель. Значит, 15 петель и 15 петель я отношу на петли у меня переда и спинки. И от этих 15 петель я отнимаю по 2 петли, то есть одну петлю на регланную линию и вторую петлю на регланную линию. Таким образом и спереди делаю. И у меня остается на спинке и на петлях переда по 13 петель. А 16 петель, которые у меня остались, я делю их на 2. Это мои петли рукава будут. Так, все, рассчитали нашу регланную всю линию и начинаем уже дальше вывязывать реглан. Начинаем с 13 ряда, то есть это мой 13 ряд, это мой первый ряд уже регланной линии. Вот, то есть с 1 по 18 ряд у меня всего лишь 18 рядов в регланной линии. То есть в каждом, получается, нечетном ряду у меня идут прибавления. В каждом четном ряду, во втором, я вяжу просто без прибавок мою регланную линию. Каким образом я делаю прибавки? Начало ряда у меня находится вот здесь, перед вот этой вот регланной линией. Вот здесь у меня начало ряда, то есть вот моя первая петля. Так, вот она. Я ее провязываю. Сразу после нее я вот в эту первую петельку моего плеча делаю прибавку. Каким образом? То есть, смотрите, вот моя первая петля плеча, и в нее я провязываю прибавку. Это просто я провязываю одну петельку сюда, и сюда же я провязываю вторую петельку. Все, вот моя прибавка. Вот таким образом. Ничего сложного нет. Так? Провязала. Дальше провязываю, значит, у меня здесь 8 петель, значит, в первую я сделала прибавку, и в последнюю, в 8-ю мне нужно сделать прибавку, значит, 6 петелек между вот здесь, вот этими прибавками мне нужно провязать просто без каких-либо изменений. Далее у меня идет петля регланной линии, и опять здесь я делаю в первую петлю переда прибавку, провязываю 11 петель без изменений, и в 13-ю петлю я опять делаю прибавку. Дальше опять идет регланная линия. Опять делаю прибавку сразу после нее.
провязываю 6 петель без изменений и в 8-ю петельку делаю прибавку. Опять регланная линия, прибавка в первую петлю, 11 петель без изменений и в 13-ю петлю делаю прибавку. Все, таким образом мы провязали наш первый ряд регланной линии. Так, значит, второй ряд я вяжу без изменений, уже провязываю его. Опять третий ряд у меня начинается. Значит, третий ряд опять я провязываю. Вот моя первая петля, провязываю ее без каких-либо изменений. И сразу же после нее опять делаю прибавку. Провязываю вот эти петельки посередине и в последнюю петлю опять провязываю прибавку. Вот здесь у меня вот это петельки, они должны идти посередине без изменений. То есть обязательно поставьте маркер там, где у вас будет регланная линия. 4 маркера у вас должно быть. Так, и таким образом я провязываю 18 рядов всего лишь. Значит, вот начиная первый у меня будет регланный, то есть 17 ряд у меня идет еще прибавка, 18 ряд я провязываю без каких-либо прибавок, и на этом заканчиваю вязать мою регланную линию. Сейчас вам покажу. Значит, смотрите, вот она здесь у меня идет вот таким вот образом. Так, и это у меня здесь 18 рядов. Сейчас я вам скажу, сколько это у меня в сантиметрах получилось. Так, в сантиметрах это у меня 29 сантиметров у меня получилось. Вот здесь вот от начала, вот здесь от этого места я меряю, вот сюда к горловине, к резинке 1 на 1, 29 сантиметров. Так, если мерить по прямой. Но что еще, значит, я вязала на размер, на обхват груди 92 сантиметра. Поэтому вы обязательно примеряйте, чтобы на ваш обхват груди вам было нормально сидело изделие, так, чтобы нигде ничего не давило. Значит, после того, как я провязала 18 ряд, это вот здесь вот у меня получается значит, я провязала 18 ряд, все, уже начиная со следующего ряда, с 19-го, у меня уже начинаются, я вяжу только рукава, а петли переда и спинки я уже закрываю, никаким образом вязать я их не буду. Значит, что еще я делаю? Сейчас вам так вспоминаем. Значит, петли здесь я закрываю спереди и со спинки, но вы можете их оставить, тоже соединить здесь в круг и вязать просто по кругу дальше на ту длину, которая вам необходима. Так, а рукав я присоединяю ниточку сначала и тоже вяжу уже по кругу. Первый ряд провязываю без изменений. У меня, значит, на рукаве получилось 26 петель на рукаве у меня. Так, когда я закончила вязать реглан, у меня на рукаве 26 петель получилось. Не нужно подгонять все, получается, все количество петель, как у меня, потому что у всех свой размер, всем нравится своя свобода облегания, поэтому вяжем индивидуально. Я просто схемку вам рассказываю. Так, у меня получилось 26 петелек. Так, и первый ряд я провязываю 26 петель. Второй ряд, во втором ряду я делаю убавку. То есть я делаю убавку вот здесь вот. Первую петлю я убавляю и последнюю. Каким образом? Значит, смотрите. Вот я вяжу, и мне нужно сделать убавку. Значит, я беру на одну петельку, набрасываю 2. 1 и сюда же 2. Вторую. Вот моя убавка получается таким образом. Так. И все. Значит, я сделала 2 убавки в начале ряда и в конце ряда. И у меня получается уже осталось 24 петли. После этого я вяжу, значит, первый, вот здесь у меня, значит, с 1 по 16 я вяжу
лицевые петли, просто, значит, первый у меня 26 петель, второй ряд, первый ряд, второй ряд, я делаю 2 убавки, значит, да, у меня остается, это будет 24 петли, и получается с 3 по 16 ряд я провязываю уже по 24 ряды, так, по 24 петли. Вот, смотрите, по 24 петли, просто лицевые петельки. Дальше 17 ряд я вяжу по схемке: убавка, лицевая петля, и так до конца ряда чередую, делаю убавка, лицевая петля, убавка, лицевая петля, и в конце у меня там остается 2 петли. Получается, я в конце делаю убавка, лицевая, опять делаю убавку, и у меня остается здесь 2 петельки, но я их опять делаю убавку. Просто мне нужно посчитать еще обязательно, чтобы у вас было число петель после 17 ряда, когда вы сделали убавки, кратное 2, потому что мы будем вязать резинку 1 на 1, и поэтому, если вы вяжете под свой размер, чтобы у вас в конце 17 ряда число петель было кратно 2. Так, что еще? Значит, смотрите, сколько петель здесь у меня осталось, я не считала. Сейчас я вам скажу, посчитаю. Так, начнем. Вот это первый будет, значит, 2. Так, каким образом? Значит, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. 16 петель у меня осталось вот здесь после убавок. Резинка 1 на 1, 16 петель. Вот здесь 8 рядов я провязываю после убавок. Но что я хочу вам сказать. Вы не смотрите, что у меня здесь 16 петелек, потому что 16 петелек этих мне довольно-таки плотно облегают руку. Меня это устраивает. Вы обязательно сделали убавки, если таким образом. Примерьте рукав, чтобы у вас он вот здесь был не сильно туго. Ну, мало ли вам там не нравится, что вот так плотно облегает, да. Примерьте, чтобы свободно одевалась кофточка. Вот такая, да, рукав. Если вдруг вам плотно, ну, по обхвату кисти, да, то вы можете сделать убавки реже. То есть вы можете сделать убавка 2 лицевые, либо чередуя убавка лицевая, убавка 2 лицевые. Это вы уже тоже смотрите сами. Так, и все. И в принципе потом просто закрыть и что? Ну, и спрятать кончики. Так, что еще? Что еще? Ну, в принципе, все вам рассказала, да? И здесь, вот здесь, когда я уже закрыла вот эти все петельки, вы можете, если хотите, ну, я уже говорила это, да, просто связать необходимую вам длину вниз, и у вас получится тот же самый обыкновенный свитер регланом сверху вниз, что довольно-таки тоже будет красиво смотреться. Ну вот, в принципе, и все. Надеюсь, что все было понятно. Если что-то непонятно, задавайте вопросы, я на все постараюсь ответить.